Многие из нас сталкивались с чувством крайней усталости, возникающим после физической работы, эмоционального напряжения, сдачи экзаменов. Обычно это состояние проходит после полноценного отдыха или сна, но у некоторых усталость перерастает в хроническое состояние, которое длится от полугода и больше. Причем оно не проходит ни после долгого сна, ни после отдыха, даже в течение нескольких дней. Человек не может точно сказать, когда и после какого события возникла усталость. Точные причины возникновения синдрома хронической усталости на данный момент неизвестны. Считается, что важную роль играет инфекционный фактор. Например, когда в организме человека обнаруживают вирус герпеса, Эпштейна-Барра, цитомегаловирус. Предполагается, что синдром развивается в результате постоянной стимуляции иммунной системы вирусными агентами. Также есть предположение, связывающее причины развития синдрома хронической усталости с нарушением в работе лимбической системы головного мозга, которая отвечает за эмоциональную сферу человека, трудоспособность, суточные биоритмы. Чаще всего синдром развивается в молодом возрасте и больше у женщин, чем у мужчин, трудоголиков, преуспевающих в какой-либо сфере, эмоционально нестабильных и тревожных людей. Заболевание может начаться с любой инфекции, даже после банальной простуды. После выздоровления у таких пациентов остается постоянное чувство усталости, головная боль, сонливость, снижение трудоспособности. Усталость беспокоит даже после долгого сна или отдыха. У этих людей развивается ипохондрия и усиливается тревожность и депрессия. Могут появляться фобии. Диагноз синдром хронической усталости устанавливается при отсутствии соматических причин усталости, таких как онкологические заболевания, проблемы сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, эндокринные патологии, интоксикации, а также при отсутствии психиатрических заболеваний. Важным фактором является то, что усталость должна беспокоить на протяжении полугода и более. Также существуют дополнительные критерии установки диагноза. Это повышение температуры тела, фарингит, небольшое увеличение и болезненность лимфатических узлов на шее и в подмышечных впадинах, боль в мышцах, общая слабость, головные боли, слабость после физических нагрузок, боль в суставах, нарушение сна, ухудшение памяти и внимания, апатия. Не все из перечисленных симптомов могут присутствовать, но диагноз подтверждается при наличии хотя бы 6 критериев. Пациент должен быть всесторонне обследован различными специалистами. Также проводятся анализы крови на различные инфекции, в первую очередь на ВИЧ. Обследуются внутренние органы и системы. Первым и основным этапом лечения данной патологии является уменьшение, а при возможности исключение психоэмоциональных перегрузок и уменьшение выполняемой работы, которая вызывает больше всего эмоциональные нагрузки. Не каждый человек готов исключить часть обязанностей, но необходимо понимать, что это нужно для успешного лечения заболевания. Часто бывает трудно начать терапию, и тогда пациенту необходима консультация психотерапевта. Необходимо соблюдать распорядок дня, рациональный режим труда и отдыха. Пациенту рекомендуется заниматься делами, которые приносят положительные эмоции, встречи с друзьями и родственниками, пешие прогулки на свежем воздухе, умеренные физические нагрузки. Необходимо сбалансированно питаться продуктами, богатыми витаминами и микроэлементами. Нужно исключить кофеин, алкоголь и курение. Также подойдет санаторно-курортное лечение с расслабляющими массажами и процедурами. Иногда необходим курс медикаментозного лечения, например, когда назначаются антидепрессанты. Само заболевание не является жизнеугрожающим, однако оно сильно истощает нервную систему, а также иммунитет, что может привести к серьезным последствиям. Если у человека был синдром хронической усталости, он может повториться снова, поэтому данное заболевание необходимо профилактировать. Во время работы делать небольшие перерывы, избегать физических и эмоциональных перегрузок, а также здоровый сон и сбалансированное питание – все это является залогом вашего здоровья, как физического, так и психоэмоционального. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ведь впереди вас ждет много новых и интересных историй. Всем пока!